Да, друзья, в этом году вся прогрессивная общественность мира отмечает 75-летие легендарного бренда JBL. И по этому случаю мы, наконец, можем поговорить вот об этих вот монстрах. Да и даже не столько о них, сколько об истории их появления и вообще о том, как так получилось, что идеи построения акустических систем, заложенные 100 лет назад, до сих пор цветут и пахнут в акустике, которую мы слушаем сейчас, считайте, в середине 21 века. Да, и кстати, а вы знали, что колонки JBL вообще-то должны бы называться колонки Мартини? Смотрите дальше, еще не такое узнаете. Итак, друзья, мы тут решили замахнуться на невероятное, а именно на историю аудиотехники. Великие акустические системы, электроника, знаменитые инженеры, невероятные открытия в области звуковоспроизведения. Все вот это. И первый выпуск сразу же с козырей про акустику JBL. Сейчас это легендарный бренд, икона хай-энда в портфеле компании Harman. А начиналось все, конечно же, как всегда, в гараже. Честно говоря, я во все это погрузился, ребята, и сам прибалдел. Потому что, посмотрите сюда, это 9920, акустическая система K2, одна из самых топовых колонок JBL сейчас в 2020 году. И на низах 15-дюймовый бумажный басовик, компрессионный излучатель в рупоре на середине. А теперь посмотрите, как выглядит акустическая система под названием Iconic. Это 1937 год. И это была, конечно, не первая акустическая система, которую собрал Джеймс Буллоу Лансинг, но это была одна из первых вообще в истории человечества полноценно работающих двухполосных конструкций. И обратите внимание, да, на низких частотах 15-дюймовый бумажный басовик. Вот эта вот фасетчатая конструкция – это рупор, а за ним находится, да, почти 2-дюймовый с металлической мембраной, алюминиевый в тот момент, компрессионный драйвер, ага, который работал от 800 Гц. Эта акустика в свое время совершила действительно прорыв в качестве звука, потому что получилось впервые создать сочетание нескольких невероятно важных для акустической системы факторов. А именно, во-первых, полноценную отработку широкого частотного диапазона, во-вторых, проработку, собственно, звука, то есть определенный уровень детальности, и в-третьих, что важно, звуковое давление. При этом все это в относительно небольшом корпусе, потому что в 30-е и 40-е годы серьезная акустика, это была акустика, ну, размером с 3 меня, а это были колонки размером с меня. Поэтому в Америке, скажем, в 40-х практически во всех студиях стояли именно вот эти самые айконики. Но 9920, ладно, там есть еще Твиттер отдельный, да? А вот 4367, мои любимые колонки, посмотрите. Вся та же 15-дюймовка на низах, а также рупор, компрессионный излучатель, который отвечает и за средние, и за высокие частоты, причем частота раздела кроссовера здесь 700 Гц. Напоминаю, в айконике 800. Примерно все то же самое. 100 лет прошло, понимаете? 100 лет прошло. И кто после этого скажет, что Джей Би Лансинг не был гений? Кстати, он не был даже Би Лансингом, если что. История этого человека по-своему феноменальна. Родился Джей Би Лансинг, урожденный вообще-то Джеймс Мартини. Никакой не Буллоу Лансинг, каким мы его знаем. Фамилия отца была Мартини. И родился он в 1904 году в маленьком шахтерском городке в штате Иллинойс. Знаете, такие городки обычно принято называть дыра. Это было в буквальном смысле дыра, потому что там была дыра, из которой добывали уголь. Как только уголь в этой дыре закончился, поселок исчез с лица земли, было это в 23 году. Но никто, конечно, об этой потере не жалел, потому что еще до исчезновения этого городка семья Мартини сменила множество подобных. Отец Джеймса, конечно, не был простым шахтером, он был горным инженером. Соответственно, они переезжали регулярно из одного шахтерского города в другой, налаживали производство и так далее. И мальчик рос, конечно, в такой непрерывно меняющейся, но насыщенной технологиями, скажем, среде. Поэтому он с детства увлекался наукой и был, скажем, прямо сорванцом. Уже в 12 лет он построил свой первый радиоприемник и не просто начал слушать разнообразные развлекательные передачи, а наладил связь с соседней военно-морской базой Соединенных Штатов. А что это за время, вы представляете себе? Это же как раз гонка военно-морских вооружений, когда первые вот эти вот американские чудовищные дредноуты, все эти Техасы и Нью-Йорки начинали ворочаться в бухтах с этими гигантскими 16-дюймовыми орудиями. Но это было супер оружие своего времени. И, конечно,
конечно же, секретная служба охраны запеленговала этот передатчик, и вскоре на дом к Мартине приехал отряд морской пехоты. В общем, пришлось приемник разобрать. Дальше была классическая биография. Работал радистом, в том числе, кстати говоря, и во флоте. Значит, автомехаником, автослесарем. Причем в автосервисе уже в 20-е годы рядом со своим стандартным рабочим местом он наладил верстак и делал там уже акустические системы. В итоге в 26-м году молодой тогда еще Джеймс решил все-таки бросить работу в автосервисе и построить собственную компанию. Так появился Lansing Manufacturing Company. Да, и вы заметили, за это время он уже стал Лансингом. Это вообще история довольно мутная и темная, но, собственно говоря, и Буллоу, и Лансинг – это фамилии друзей семьи Мартини, у которых Джеймс подолгу жил. В результате непонятно, что у них там произошло с отцом, но вот он предпочел своей собственной фамилии взять сразу две чужих. Не удержусь от легкой спекуляции в этом месте, потому что сейчас историки, посоветовавшись с медиками, пришли однозначно к выводу, что у Джей.Би. Лансинга, как и у многих по-настоящему талантливых людей, с психикой было не все в порядке. Точнее, у него была ярко выраженная биполярочка. Это значит, что в определенные моменты человек невероятно фонтанирует, заражает всех своей энергией, рождает идеи, разбрасывает их направо и налево, горит своим делом, а потом в какой-то момент неожиданно впадает в депрессию и чудовищную злобу. По воспоминаниям коллег, регулярно бывало такое, что Лансинг не мог просто закончить работать в пятницу, да, то есть вот его перло, он продолжал, ему надо было что-то еще делать, экспериментировать, слушать, пробовать. Он оставался, соответственно, на работе и в субботу, и в воскресенье, какие к черту выходные. А когда в понедельник с утра приходила первая смена, они, например, находили его спящим в женской раздевалке. Компания, между тем, оказалась успешной. Уже через несколько лет они сидели в Калифорнии и назывались корпорацией. А потом их купила компания Altec, на тот момент, один из мейджоров электронного бизнеса в Соединенных Штатах. И, собственно говоря, теперь мы знаем Altec Lansing, имя, которое до сих пор чтимо аудиофилами. И именно в этот период, собственно говоря, Джей.Би. Лансинг разработал ту самую акустическую систему Iconic, с истории которой мы начали. А вот, собственно, JBL появился уже в 1946 году, когда Джей.Би. Лансинг в очередной раз решил уйти с насиженного места и открыть еще одну собственную компанию, в названии которой уже использовал все свои настоящие и ненастоящие имена. Джей.Би. Лансинг, JBL. И, как говорится, с этого момента история аудиотехники уже никогда не была прежней. И я не перестаю удивляться, как идеи, заложенные основателем компании 100 лет назад, до сих пор работают в колонках, которые мы слушаем сейчас в 21 веке. Итак, вот перед вами сейчас флагманская акустика JBL. Это Эверест 6730. Без скидок скажем, что это просто одни из лучших колонок на планете Земля на данный момент. И что в них сразу бросается в глаза, это два огромных басовика. Самое интересное, что они тоже имеют свои корни в истории JBL. История этих технологий весьма витиевата, и этим двум басовикам мы обязаны колонке JBL Paragon, которая была флагманом в акустической линейке JBL с 57 аж по 1983 год. Сколько это десятков лет. Это, конечно, абсолютно удивительная, уникальная штуковина, потому что, да, это была такая акустическая система в виде комода, стереофоническая система в одном корпусе, рупорная, но подробно рассказывать о ней мы будем, если нам когда-нибудь удастся раздобыть настоящий живой JBL Paragon. А пока дальше. Но вот видите, да, концепция вот этой вот стереопары в одном корпусе вот таким вот образом аукнулась Эвересту. Собственно, идея акустики Эверест. Эверест, как вы понимаете, да, это самая высокая гора на планете Земля. Соответственно, это самые лучшие колонки, которые могла сделать компания. И, может быть, колонки, которые претендовали на звание лучших, самых крутых на планете Земля. Так вот, в начале 80-х, когда стало понятно, что Paragon, конечно, вещь невероятная и очень крутая, но немножко устаревшая, разработчики решили вернуться, по сути дела, к ранним идеям Джей.Би. Лансинга. Потому что, опять-таки, бумажный 15-дюймовый басовик и компрессионный излучатель в рупоре. Не могу отделаться от ощущения, что и в Эвересте явно просматривается тот самый Iconic 37 года. Вот эта вот зверюга с индексом D5530 появилась еще в 80-е. Потом в начале 2000-х ее проапгрейдили, и модель стала называться 6630, а вот современная нам уже 6730. И это, конечно, феноменальная конструкция. Два басовика из 3 слоев бумаги, какой-то волшебной пены, значит, высокочастотник и среднечастотник в рупорах, компрессионные, с излучателями из бериллия, 96 дБ чувствительности, 140 килограммов в каждой. О!
Как говорится, посмотрите, что собой представляет простое аудиофильское счастье. Вот оно перед вами стоит. И еще раз, не могу не удивиться, что, по сути дела, это акустика. Одна из лучших акустических систем сейчас на планете Земля построена абсолютно по тем же принципам, которые JB Lansing заложил в основы своей компании еще 100 лет назад. Фу, ну на сегодня, пожалуй, хватит. А мы продолжим. У нас еще будет как минимум 2 выпуска про студийные мониторы JBL и про легендарные колонки L100. Но все-таки 75-летие великого бренда отмечаем, не шутка.